Сегодня стало известно, что главы МИД Евросоюза дали зеленый свет секторальным санкциям против режима. Новые европейские ограничения впервые затронут ряд предприятий, среди которых МАЗ, БелАЗ, новая нефтяная компания, Сохра, Бремено Группа и ряд других. Помимо этого, под санкции попали депутаты экс-начальник Фрунзенского РУВД Олег Гайдукевич, бывший актер ролей «Кушать подано», а ныне председатель Беларуси Геннадий Давыдько и пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, экс-командир ГУБОПИК Николай Карпенков, кошелек Лукашенко Алексей Алексин, пропагандист Андрей Муковозчик и ряд других верных приспешников нелегитимного. Всего в списке 78 лиц и 8 организаций. По данным корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвика, четвертый пакет санкций затронет также часть банковского сектора. В этой связи возможны перебои с безналичными расчетами и снятием наличных денег в банкоматах. Несмотря на то, что санкции затронут в первую очередь международные расчеты, в целях нагнетения обстановки режим может создать для населения ряд искусственных проблем. Поэтому белорусам стоит быть готовым к возможным перебоям и заранее запастись наличными. На днях стало известно о том, что шведский партнер белорусского металлургического завода компания «Скандия Стил» намерена отказаться от сотрудничества с попавшим под американские санкции предприятием. Ранее ряд неправительственных организаций и белорусские диаспоры неоднократно обращались к клиентам БМЗ по поводу нарушений прав работников завода. В ответе, который шведская компания направила профессиональному союзу белорусов Великобритании, указано, что «Скандия Стил» серьезно относится к заявлениям о нарушениях прав человека и разделяет опасения по поводу обращения с рабочими. По итогам рассмотрения этого вопроса Советом директоров шведы решили постепенно отказаться от БМЗ как поставщика и приостановить будущие заказы на поставку. Отметим, что на крупном металлургическом предприятии работает порядка 11 тысяч сотрудников. После событий августа прошлого года некоторые из них присоединились к общенациональной забастовке, из-за чего десятки людей были уволены, многие получили крупные штрафы. Помимо этого, трое бастовавших рабочих были осуждены по уголовному делу об организации протеста и в совокупности получили 8 лет лишения свободы. Режим продолжает кошмарить всех несогласных, действуя по принципу «никто не забыт, ничто не забыто». События годичной давности продолжают аукаться свободным белорусам самыми тяжелыми последствиями. После того, как водитель Пружанского лесхоза Анатолий Девентейчик принял участие в так называемых выборах в качестве наблюдателя, его уволили по статье о неисполнении служебных обязанностей, несмотря на то, что он 12 лет без нареканий трудился на своем рабочем месте. В распоряжение нашего канала попала аудиозапись разговора Анатолия с его начальником Владимиром Жалнерчиком, в ходе которого последний устроил форменную истерику. Директора лесхоза возмутило то, что ему пришлось ходить на ковер в прокуратуру из-за того, что его сотрудник выступает против государства. Вероятно, в понимании Ябатьки речь шла об использовании БЧБ и наблюдении на выборах. Из-за таких страшных нарушений Девентейчику было предложено уйти по-нормальному, с чем мужчина категорически не согласился. Тогда на него повесили несколько дисциплинарных взысканий, которые не были документально подтверждены в суде, что, впрочем, на исход дела никак не повлияло. Помимо Анатолия, с предприятия уволили еще 4 работников, также за гражданскую позицию, 6-й сотрудник на очереди. Все эти люди попали под репрессии после того, как прокуратура передала их руководству лист, на котором карандашом были написаны фамилии всех несогласных с политикой партии. Стоит отметить, что тетя директора лесхоза Людмила Жавнерчик является членом постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей, однако ее отношения с законами и здравым смыслом, судя по всему, такие же, как и у ее племянника. В частности, чиновница недавно заявила о беспрецедентной атаке на Беларусь извне. Увы, никакие летающие тарелки со стороны Польши и джипы из Литвы не сравнятся с масштабом тех бед, которые внутри страны творят сторонники нелегитимного. На сегодняшний день белорусской милиции не хватает каждого 5-го сотрудника. И речь тут идет не о руководителях, вакансий на должности которых закрываются достаточно оперативно, а о простых рядовых сотрудниках милиции. И нелегитимная власть не придумала ничего лучше, кроме как начать в МВД массовое сокращение. Об этом стало известно инициативе «Байпол». Кроме того, распределенную по остальным простым милиционерам нагрузку доплачивать никто не будет, так как надбавки при совмещении должностей просто уберут. Это значит, что работать теперь придется больше, а получать меньше. Сокращения ждут и идеологическую службу, но, зная политику режима, ее могут и пожалеть. Видимо, экономические санкции все же не проходят бесследно, если у режима уже не остается денег на оплату верных красавцев.
Репрессивная машина Лукашенко довела страну до гуманитарной катастрофы. Всего за 3 месяца нужда в медработниках выросла на 65%. Судя по Общереспубликанскому банку, вакансий больше всего не хватает именно врачей и специалистов. Это почти 4000 человек. Далее по востребованности идут медсестры, фельдшеры и санитарки. Всего необходимо почти 11 тысяч медработников. Важно отметить, что одна из причин рекордной нехватки медиков – увольнения. Только за январь нынешнего года уволили вдвое больше медработников, чем за весь 2020-й. Причины увольнения чаще всего были связаны с гражданской позицией медиков, которые не побоялись и вышли на улицы против насилия силовиков. И сегодня, в День медицинского работника, команда Маланки от всей души поздравляет белорусских медиков за смелость и преданность своей работе в самые непростые для Беларуси времена. В Гомеле рабочие по инициативе местных властей приступили к вырубке яблоневого сада, который расположен вдоль улицы Чапаева. Именно здесь в 2018 году жители города проводили дворовые митинги против вырубки деревьев и строительства на их месте нового жилого дома. К счастью, тогда спасти сад удалось, и спустя 2 года чиновники даже заговорили о его благоустройстве. Но, судя по всему, это был лишь хитрый ход местных властей для отвода глаз людей от вырубки другого городского сада, расположенного на пересечении улиц Ефремова и Фадеева, площадь которого хотят отдать под застройку ресторана типа Макдрайв. Но спустя год без каких-либо объяснений деревья на Чапаева все же начали вырубать, а на территории второго сада жители заметили появление строительного вагончика. Люди пытались получить объяснение от местной администрации и ЖКХ, но все это впустую. Кроме того, известно о том, что территорию данного сада выкупил некий столичный предприниматель Волков во время аукциона, организованного городскими властями. Команда Маланки продолжит следить за развитием событий. После того, как в четверг на матче баскетбольной сборной Беларуси в Испании полиция вывела с трибун болельщиков с БЧБ флагами, белорусы нашли новый оригинальный способ поддержать свою команду. Они пришли на стадион с БЧБ майками, на которых были указаны фамилии белорусских баскетболисток Елены Левченко и Екатерины Снытиной. Важно отметить, что и в этот раз наша сборная победила, обыграв шведов со счетом 78-54 и вышла в плей-офф. И это все на сегодня. Не забывайте поддержать это видео лайком и комментарием для его продвижения в тренды, а также приглашайте подписаться на наш канал своих родных и знакомых. До 100 000 нам осталось совсем немного. До встречи завтра и живи Беларусь!